Армия потеряла город, полный захват и потеря территории, масштабные бои, штурм админзданий и заявление о ликвидации военного руководства. Сепаратисты вступили в бой с военными РФ. Первые потери, детали спецоперации. Тяжелая техника пересекла границы, открыт огонь, новый уровень эскалации на Ближнем Востоке. Трамп отозвал визит переговорщиков, срочный звонок в Вашингтон. Эшелон с танками на территории Беларуси, масштабная переброска техники. Минск заявляет об усилении бронекулака, куда все движется. Европа готовится к затяжной войне в Украине без плана завершения. Внезапное обращение Зеленского к России. Украина предлагает встречу Путину на Кавказе. Ответ Москвы. Уничтожение складов с оружием. Орбан ищет запасной аэродром. Турция готовится к войне. Пекин и Москву обвинили в захвате американцев. Обломки истребителя США найдены в России. И главный приз за лучший визг свиньи. Кто из людей победил? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Пятку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. В новый парламент идти не хочет. Орбан отказался от депутатского мандата. Уходящий премьер заявил, что мандат возвращает партии. При этом Орбан намерен сохранить контроль над Фидес и готов снова возглавить партию, если получит поддержку съезда в июне. Параллельно партия запускает масштабную реформу своей парламентской фракции и обновляет руководство. Мандат, который я получил как лидер списка Фидес, христианские демократы, на самом деле является парламентским мандатом Фидес, поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения. В то же время известный венгерский журналист-расследователь Szabolcs Pania уверен, все действия Орбана связаны с тем, что он готовит побег из страны. В частности, летом он летит в США, которые могут стать для Орбана убежищем, если в Венгрии ситуация станет для него неблагоприятной. Речь о возможном правосудии над венгерским премьером. Побег украинских полицейских с места теракта в Киеве, который произошел неделю назад, это признак маленькой зарплаты. Об этом в интервью YouTube-каналу Видверто заявил нардеп Евтушок. Отсутствие денежной мотивации, а также слабая профподготовка сыграли свою роль. По официальным данным, средняя зарплата полицейских в Украине 25 тысяч гривен, менее $600 в месяц. Заработная плата за работу должна быть пересмотрена. Я буквально позавчера встречался с одним из руководителей нацполиции в Ровенской области. Есть отток кадров по причине маленькой зарплаты. Они не могут быть качественными при зарплатах, которые есть сейчас. При этом Украина накануне опубликовала новые кадры теракта. Стрелок готовился к атаке, дома отрабатывал обращение с оружием и навыки стрельбы. Все записывал на свой телефон, кадры с мобильного и были опубликованы. Соотечественников он называет свиньями, которых будет уничтожать. Отдельное недовольство, по данным следствиям, было у него к соседу. Он и стал первой жертвой. Кроме того, все, что происходило 17 апреля, Стрелок записывал на аудио в своем телефоне. Некоторых даже предупреждал об атаке. Убегай отсюда. Убегай, сейчас стрельба будет. Убегай, мужик. Жить будешь. Открыт огонь, танки пересекли границу, новый уровень эскалации. На кордоне Израиля и Ливана новый бой. Тяжелая техника пришла в движение, несмотря на формальное перемирие. Над ливанскими населенными пунктами вблизи кордона поднимается дым от новых взрывов. Израиль и Хизбалла продолжают обмен ударами. Израиль заявляет, что наносил удары исключительно по объектам Хизбаллы. Уничтожены объекты, использовавшиеся элитным подразделением Радван, а также склад вооружений к югу от линии передовой обороны. Процитирую. Удары были нанесены с целью устранения угрозы для военнослужащих Цахала и израильских гражданских лиц после того, как Хизбалла использовала эти объекты для проведения атак против военнослужащих Цахала и государства Израиль. Ливан при этом обвиняет Израиль в увеличении числа жертв среди населения. В Министерстве здравоохранения заявили, что погибло уже практически 2500 человек, а раненых больше 7000. Министерство сообщило, что общее число перемещенных лиц, укрывающихся в центрах эвакуации, в настоящее время превышает 120 тысяч человек, а количество перемещенных семей в этих центрах достигло примерно 31 тысячи. В то же время представители США и Ирана так и не пересеклись в Исламабаде. Несмотря на то, что накануне американская пресса массово писала, что Трамп отправляет туда своих посланников для встречи с министром иностранных дел Ирана Аракчи, Вашингтон дал заднюю.
Трамп в последний момент отменил поездку Уиткофа и Кушнера в Пакистан. Американский президент заявил, что не видит смысла в 18-часовом перелете ради разговоров ни о чем и предложил решать все по телефону. Он считает, что иранцы могут позвонить в Белый дом, пишет Axios. Но будут ли новые удары? У Трампа такой взгляд. Цитирую. Отвечая на вопрос, означает ли это возобновление войны, Трамп сказал: нет, этого не означает. Мы еще об этом не думали. У нас на руках все карты. Мы не поедем туда, чтобы просто сидеть и говорить ни о чем. Несмотря на то, что Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, дипломатические усилия в последние дни не принесли прогресса. И пока США переключили внимание на конфликт с Ираном, Европа готовится к затяжной войне в Украине без четкого плана ее завершения. Об этом пишет New York Times. Переговоры фактически зашли в тупик, пишет издание, уточняя, что без активного давления США, которого Вашингтон избегает, шансы на мирное соглашение остаются минимальными. Процитирую. Это оставляет Украину в значительной степени один на один с Россией в войне на истощение, у которой не видно конца. Ни Украина, ни Россия не имеют четкого пути к победе, и никто не ожидает, что урегулирование возможно без активного участия США и давления на Россию, которое Трамп всегда неохотно применял. Также не существует очевидного посредника, который обладал бы значительным влиянием на обе стороны. Зеленский при этом потерял 80% своих иллюзий относительно возможности получить поддержку Трампа, говорится в материале. Теперь на Банковой иначе понимают Америку. При этом Киев обратился к Москве. Заявление прозвучало из Баку, где накануне побывал Зеленский. На пресс-конференции он отправил сигнал Путину: готов к встрече с ним на азербайджанской земле. Кроме того, Алиев и Зеленский в своих заявлениях сделали акцент на резком усилении оборонного сотрудничества между странами. Стороны заявили о развитии военно-промышленного комплекса. Мы высоко ценим роль партнеров в посредничестве. Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие переговоры уже проходили в Турции. У нас были такие переговоры с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии. В России уже отреагировали на заявление Зеленского. В Совете Федерации назвали Азербайджан приемлемым местом для встречи. Однако в Совфеде эту инициативу сразу назвали маневром Киева. В Москве считают, что Зеленский может в последний момент отказаться от участия. Цитирую. «Нормальное место. У нас хорошие отношения сейчас с Азербайджаном. Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно. Я просто думаю, что это очередная уловка Зеленского. Он не готов к переговорам. Это вранье». Напомню, на прошлой неделе украинский МИД и Зеленский сделали несколько заявлений. Они готовы к переговорам с Путиным, но не в Москве и Минске. Песков же тогда ответил, что Путин также готов. Он называл местом встречи российскую столицу и уверял, что с Зеленским Путин будет встречаться для закрепления финальных договоренностей. Эшелон с танками на территории Беларуси. Масштабная переброска техники. Минск заявляет об усилении бронекулака. Прибыла партия модернизированных танков Т-72БМ-2. В военном ведомстве Хренина уточняют, что речь идет о серьезном апгрейде. Машины получили современные прицелы, тепловизоры и усиленную защиту. Беларусь заявляют, что новые системы позволяют вести огонь эффективнее. Кроме того, в официальном заявлении говорится: техника создавалась с учетом опыта современных войн. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-специальную технику для выполнения задач по предназначению. Напомню, 17 апреля Зеленский заявлял, что в приграничье Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Параллельно с этим Лукашенко заявил о подготовке нападения на Беларусь и обратился к Украине, Польше и странам Балтии с заявлением о готовности применить все, что есть в случае, цитата, агрессии против Беларуси.
Армия потеряла город, военное руководство страны уничтожено, захват админзданий, заход в столицу, а также масштабный бой с российскими военными из африканского корпуса. Масштабные бои в Мали продолжаются. Страна переживает одну из самых масштабных атак за последние годы. Вооруженные группировки одновременно ударили по ключевым городам, превратив ситуацию в настоящий хаос. Бои вспыхнули сразу в нескольких точках: столицы Бамако, Кати, Гао и Севаре. Главный удар пришелся на север. Повстанцы Туареги объявили о захвате стратегического города Кидаль. Туарегский фронт освобождения Азавада уверяет, что контролирует большую часть города и военные базы, в том числе те, где были российские военные. Параллельно появились сообщения об атаке на базу в Кати и ударе по дому министра обороны Садио Камара, который был убит. Однако в Минобороны эту информацию опровергли. При этом представители сепаратистов празднуют победу. Цитирую. «И возвысился призыв к молитве над городом Кидаль, возвещая наступление новой эры, в которой город вернет свое достоинство и освободится от присутствия российских войск и преступной армии Мали». Конфликт уходит корнями в давний спор, туареги требуют автономии или независимости региона Азавад. Ситуацию усугубляет присутствие джихадистских группировок, действующих на севере и в центре страны. Западные медиа пишут: после прихода военной хунты Мали разорвала связи с Западом и опирается на поддержку российских сил, которые накануне и вступили в бой с представителями туарегов. При этом власти Мали заявляют о контроле, но бои продолжаются. Вооруженные силы страны опубликовали такое заявление. Генеральный штаб Вооруженных сил особенно отмечает сотрудничество населения в преследовании террористов, находящихся в бегстве перед огневой мощью наших сил. Генеральный штаб Вооруженных сил заверяет, что ситуация полностью находится под контролем и вновь призывает к спокойствию, бдительности и воздержанию от распространения неофициальной информации. Турция готовится к войне. По всей стране откроются центры подготовки операторов БПЛА. Об этом заявил Халук Байрактар, глава компании, которая выпускает знаменитые БПЛА «Байрактар». У турецкой молодежи, говорит предприниматель, будет возможность получать подготовку в сфере современных технологий. Учебные центры появятся в каждой провинции Турции, всего 81 центр. Кроме обучения, там будут заниматься производством дронов. Самый крупный центр будет в Стамбуле, открытый для всех, особенно для молодежи, где можно будет обучаться, производить, тестировать дроны и входить в эту экосистему. И таким образом мы сможем в любой момент обеспечить производственную мощность. Миллионы дронов по всей стране одновременно. Румыния требует объяснений. Взрывы на территории НАТО заставили Бухарест вызвать российского посла на ковер. Москву обвиняют в угрозе региональной безопасности. Повод – падение российского беспилотника в районе городов Галац и Тулча, недалеко от украинской границы. Там повреждены линии электропередачи и хозяйственная постройка. Все произошло во время налета БПЛА на Украину. После сигнала о воздушной угрозе в небо Румынии были подняты 2 британских истребителя Eurofighter Typhoon, а дальше началась неразбериха. Кто и на чьей территории сбил дроны РФ? Поводом для путаницы стали первоначальные заявления Бухареста о том, что пилоты якобы получили разрешение на поражение беспилотников. Однако позже Минобороны Великобритании опровергла информацию о том, что британские ВВС уничтожали дроны РФ над Украиной. По данным Лондона, самолеты вылетали с базы в Румынии, провели патрулирование и вернулись, не вступая в бой. После этого Бухарест скорректировал свою позицию. Самолеты Eurofighter Typhoon действовали исключительно в воздушном пространстве Румынии в соответствии с национальными и союзническими правилами применения силы. Они ни в какой момент миссии не входили в воздушное пространство Украины. В Кремле отреагировали на вызов российского посла. Москва всегда использует вызов послов для того, чтобы аргументированно изложить подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам, заявила представитель ведомства Захарова. За загадочным исчезновением или же смертями ученых-ядерщиков в США может стоять Москва или Пекин. Эту версию озвучил конгрессмен Эрик Берлисон, пишет Daily Mail. Республиканец не исключает иностранное вмешательство, указывая на конкуренцию США с Китаем, Россией и Ираном в сфере ядерных технологий и вооружений. В
В то же время другой конгрессмен Тим Берчет заявил изданию, что если за происходящим стоит организованная операция против научного сообщества США, ее источник может быть не за границей, а внутри страны. Он провел параллели с печально известной программой МК Ультра времен Холодной войны, утверждая, что тогда ученых якобы похищали и накачивали психоактивными веществами. Их лишали памяти, сказал Берчет. По его словам, программу сначала отрицали, затем уничтожали документы, а позже частично признали ее существование. Берчет добавил, что лица в частной промышленности, как утверждается, имеют доступ к материалам, которые могут быть внеземного происхождения. Опираясь на свою неподтвержденную теорию о том, что проводится операция по запугиванию лиц, которых опасаются как возможных источников утечки секретов США, конгрессмен заявил: им, вероятно, будет полезно держать рот на замке, особенно прямо сейчас. Обломки американского истребителя найдены в России. На покореженный металл самолета случайно наткнулся житель Карелии. Мужчина не сразу понял, что это такое, поэтому обратился к военным поисковикам. Эксперты быстро установили, что это обломки истребителя США, который был создан в 30-х годах прошлого века. Вероятно, он был сбит в годы Второй мировой войны. Отмечу, в те годы истребители этого типа оказались в руках гитлеровской Германии. Оккупировав Францию и Германию, солдаты вермахта захватили самолеты, которые были у этих стран на вооружении. Эти истребители использовались финскими военно-воздушными силами. Финляндия была союзником Третьего рейха в боях против советской авиации, рассказали поисковики. Чемпионат по хрюканью впервые прошел в Эстонии. Его уникальность в том, что в хрюканье соревновались не свиньи, а люди. Конкурс организовали в городе Тарту, и его участниками стали жители от мала до велика. А победу одержал Андрус Майлахт, который признался: просто тренировался дома, вот и нахрюкал на первое место. Эстонцы соревновались в самых реалистичных и громких звуках, от классического хрюканья до почти оперных визгов. Жюри, представители свиноводческой отрасли, оценивало аутентичность, мощность и артистичность хрюкающих и визжащих. При этом организаторы веселого чемпионата говорят, что у этого шоу серьезная цель. Свиноводство в Эстонии переживает кризис из-за конкуренции в ЕС, и таким способом его решили вернуть в центр внимания. Друзья, а вот как звучал победитель. Послушайте. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий, лайк и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.